На объекте электричества нет. Вот так ставим. И вот она, улыбочка. Гребенка 6 миллиметров. Идет перевязка угла. Вот видите, все у нас в горизонте. Здесь раньше был такой старенький домик. Его разломали. Где-то сделали за 4 дня. Вышли на новый дом. Такой вот залит здесь фундамент. Ставим материал. Промерили диагонали на 18 сантиметров развернуто. Длины одинаковые. Немножко сместили кирпич. Если вот тут навесить, там обрезать, то 7 сантиметров разница диагоналей. Больше сделать мы не сможем. Будет сильно нависать кирпич. Сейчас поставим материал, пробьем стены гидроуровнем, пробьем фундамент и начнем кладку. Подсобник вот собирает мешалку. Мы ее перевозим в машине в разобранном виде. Раскрыли вот кирпичик. Так. И посмотрим. Вот так ставим. И вот она, улыбочка у кирпича. Вот такая щель. Миллиметра 3. Хочу показать. Вот кирпич идет бананом. Вот так завернут. Материал заказчик привез на объект заранее и выгрузил на земле. А на фундамент ставим мы его сами, этот материал, так как нам нужно, чем вот удобно. Расставляем облицовку и газосиликатные блоки поставим. Все вдоль стены. Взяли вот желтенький кирпич, достал из поддона. Здесь почти идеальный. Зазора нет. Кирпичик не улыбается. Ну а коричневый кирпич, всегда у него такая геометрия. Заказчик заранее вывел коммуникации. Нам главное не сломать ни одной трубы. Кладочная сетка, отсечная гидроизоляция. Поставили внутрь материал на первый этаж. И остается вот внизу на второй этаж. Сейчас пробьем гидроуровнем стены, фундамент и начнем кладку. У меня 0. 0. Ноль. На 1,5 ли? На 1,5. Ниже на 1,5. Пиши там 0. Ну где-то
Полсантиметра максимум. Да. Может, Может, сантим нахуй. Сантим, Серег. Нормально, Сереж. сантиметр. Сантим. Ниже. Ниже сантим. В горизонте фундамент залит нормально. Перепад максимум 2 сантиметра. Расстелили гидроизоляцию и делаем раскладку первого ряда кирпичом на сухую. Заново раскладывай. Куда надо? Первый ряд нужно разложить так, чтобы по периметру все было в целых кирпичах. Тогда дом будет смотреться красиво, и в середине нигде не будет пиленного кирпича, чекушек или 3/4. Чтобы сделать раскладку в целых кирпичах, всегда можно раздвинуть вертикальные швы. Вертикальный шов можно сделать от 8 мм до сантиметра. Иногда приходится по несколько раз передвигать кирпичи туда-сюда. Но оно того стоит. Как говорится, долго запрягаем, зато потом быстро едем. Начали заводить углы и с помощью шнурки даем направление, чтобы углы не были развернуты. Раскладку делали желтым кирпичом, а 2 ряда поясок пойдет коричневым кирпичом. Желтый кирпич на 2-3 мм длиннее, чем коричневый, поэтому и желтым сделали раскладку. А теперь вот так убираешь кирпичик и кладешь коричневый.
Вчера неплохо поработали, приподняли немного облицовочку и даже начали пробучивать газосиликатный блок. Облицевали примерно 13 рядов, уже не достаем. Здесь углы у нас вот так вот оформлены. Идет вот такая расческа. Коричневый кирпич идет 1,5-2 кирпича. И вот так чередуется. Чем это хорошо? То, что идет перевязка угла. И также окошки. Целый половинка коричневым кирпичом оформляется. И получается такой вот узор. Отработали где-то 1,5 дня. Ну, так отработали 2 дня. Но полдня ставили материал, затаривали. И размечали стеночки. Сегодня 3-й день. Утро. И внутри проложили вот газосиликатный блок. 3 рядочка. Толщина основной стены 300 миллиметров. Сделали вентзазор 2 сантиметра. Вентзазор без продыхов, то есть не вентилируемый. В облицовке продыхи не оставляли. И выпустили базальтовую сеточку с облицовки на газосиликатный блок. Первый ряд у нас шел газосиликатного блока выравнивающий, а затем будут следующие ряды, будем класть на клей. И вот идет все ровненько по шнурочке. Самое главное выровнять первый ряд. И затем следующая сетка где-то у нас вот на этом уровне подходит, более-менее подходит. Будем выпускать на этом уровне. Вчера было прохладно, работать было комфортно, ну а сегодня опять вернулась жара. С утра светит солнце. Так что сегодня придется немножечко попотеть. Цоколь высокий, и заказчик сделал такие вот ступеньки. А здесь дверной проем. На объекте электричества нет. И с помощью бензогенератора замешиваем раствор, клей, пилим. Ребята вон уже ждут клей, как коршуны уже налетели. Сейчас подсобник замешает и попрем. Когда первый ряд заводили, очень важно вот так еще по уровню выравнивать блоки. Вот видите, все у нас в горизонте. И под шнурку. И тогда будет ровная кладка. Блоки не будут прыгать. Ну, естественно, так тоже вот в горизонте уровень показывать должен.
гребенка 6 миллиметров. Клей настилаем параллельно облицовочной стене. Вот так должны быть гребни. И кладем блок. Проложили 3 ряда блоков, и с этих блоков будем еще поднимать облицовку, сколько достанем, а потом уже настраивать леса.
За 2,5 дня вот мы подняли 19 рядов. 19 рядов облицовочки. И еще забутили почти под леса. Приподняли вот основные стеночки. И будем настраивать леса и погоним дальше. Это вот побрился, подстригся, помолодел. А то подъезжали к нам уже с миграционной службы. Проверяли. А то все такие обросшие, небритые. Подумали, что нелегалы работают. Так что сейчас переодеваемся и попрем работать. В тени сегодня плюс 32 передают. Смотрите, тут ни одного облачка на небе. Придется как-то выживать. Жарище. Все течет. Ребята вон в тенечке попрятались. Денечек бы этот пережить. Все, добутили блоки. И теперь леса настраивать. Настроили леса. Затариваем кирпич. Досочки остались от опалубки. И вот заводим уголочки. 6 каменщиков. Трое там, трое здесь. Один подсобник. Супер Рома. Один все успевает. Забыл, братан, себя. Забыл людей. Вот у нас тут Вспомнить Ленинград. каменщик Латынь. 4-го разряда заводит угол. У меня 3-й разряд, мне еще как бы на угол рано, не положено. Коричневый кирпич неровный. И еще по толщине отличается от желтого. Такая вот стеночка. К дому подведен газ, вода. Здесь раньше был такой старенький домик, его разломали, поставили фундамент и вот строим такую красоту.
Красота. Тут главное еще не перепутать желтый кирпич с коричневым. Я уже путал. Да, уже ошиблись разочек, но вовремя увидели. Да не, нормально. Хрень ровно. Поверху вообще подорвал огонь. Так что сейчас уголочек заводим и погнали. У меня тут глухая стена, объемчики. А пока сейчас перекурчик. Показал вам, как угол заводит мой коллега. Обедаем каждый в своей кабинке. Окна проложили под перекрытие уголков, и уголки заранее покрасили. Колем кирпичик по уголку. Чтобы уголок не выпирал. Для причалочки используем такие вот металлические уголки. Они очень хорошо крепятся за углы и легко переставляются. Строительный шнур натягиваем как можно сильнее, чтобы он не провисал. А если длина стены слишком большая, то лучше поставить посредине маяк. Тогда горизонтальный шов кладки будет ровным. Доложили облицовочный кирпич. Высота потолков 3 метра. Здесь в конце оставили, выпустили. Последняя сетка будет как раз под горизонтальный армопояс. А блок подойдет вот так. И сегодня последний денечек. Докладываем газосиликатный блок под горизонтальный армопояс. И потом ребята будут заливать армопояс, мы не заливаем. А мы пока на другой объект поедем. И потом ждать плиты. Плиты будут бросаться здесь на всю длину. Вот эту. Плиты на заказ. А потом еще, когда будем класть перегородки, вот здесь под окошки надо будет запилить газосиликатный блок. И все.
И потом будем строить второй этаж. Сетки вот выпустили в нескольких местах, там где подходит. Но подходит вот не везде. Поэтому надо высчитывать и выпускать в нужных местах. Может быть на 2-3 сантиметра вот выше газоблока идти. Но сетку надо брать в натяжку, чтобы была. Заканчиваем стеночки. Вот этот вот последний ряд. Высота от чистого пола 3 метра. 3 метра и где-то и 5 сантиметров. И здесь пойдет, будет заливаться горизонтальный армопояс. Сантиметров 20 где-то. Закончили один этаж дома. Где-то сделали за 4 дня. Шесть каменщиков. И разбираем мешалку на другой объект. Переезжаем. Пока что будут заливать армопояс. И пока придут плиты. Будем на другом объекте. Здесь вот забор и другая часть дома другого хозяина. И поэтому сюда вставляли такой кирпичик немножко со сколами. Вот такой, чтобы его выработать. Вот скол. Вот сколы. Тут будет, он не виден. Поэтому все на эту сторону.